Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Рассмотрим последовательное и параллельное соединение резисторов. Последовательное соединение резисторов – это включение их друг за дружкой. При этом через все резисторы протекает один и тот же ток. Общее сопротивление такой цепочки равно сумме сопротивлений всех резисторов, а значит, можно составить резистор с большим сопротивлением из нескольких резисторов с сопротивлением поменьше. Напряжение, приложенное к такой цепи, делится между резисторами пропорционально их сопротивлениям. То есть, большее напряжение оказывается на резисторе с большим сопротивлением. И, конечно же, напряжение У общее равно сумме всех напряжений на резисторах. Общая мощность, которая рассеивается на этих резисторах, равна сумме мощностей рассеивания отдельных резисторов. При этом больше мощности выделяется на том резисторе, у которого самое большое сопротивление. Связано это с тем, что мощность, рассеиваемая в виде тепла на резисторе, равна произведению напряжения на этом резисторе на ток через резистор, так как ток на всех резисторах один и тот же, а напряжение на резисторе с наибольшим сопротивлением наибольшее, то и мощность на таком резисторе будет наибольшая. Вы, наверное, уже знаете, что последовательное соединение резисторов – это не единственный способ их соединения. Параллельное соединение резисторов – это такое соединение резисторов, когда одна сторона всех резисторов соединена вместе в один узел, а другая сторона соединена в другой узел. Параллельное подключение резисторов отличается тем, что напряжение одинаково на всех резисторах. Общий ток состоит из токов каждого резистора, или, проще говоря, равен их сумме. А как же обстоят дела с общим сопротивлением, спросите вы? Тут все довольно просто. Величина, обратная общему сопротивлению, равна сумме обратных величин всех сопротивлений. Звучит не очень понятно, зато выглядит довольно просто. К примеру, если резисторов 2, то общее сопротивление равно произведению сопротивлений R1 и R2, деленному на их сумму. Еще проще, когда сопротивления всех резисторов равны. Тогда общее сопротивление равно сопротивлению одного резистора, деленному на количество резисторов N. Для двух резисторов это будет R на 2, а для трех R разделить на 3. Общее сопротивление при параллельном соединении резисторов всегда меньше самого меньшего сопротивления из резисторов. Это позволяет составить резистор с меньшим значением сопротивления, чем есть в наличии. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.